Машиностроение. За 11 месяцев прошлого года рост превысил 22,5%. Это серьезные показатели, которые ведут по цепочке и к росту, например, обрабатывающей промышленности. Так кто и что производит, на чем производит, как готовят кадры, мы сейчас и расскажем. Вот наша первая история. Это эстафета промышленного огня, одно из самых роботизированных производств в России. Находится оно в Челябинске. Что же производит, в частности, вот на том брутальном прессе, мы сейчас и расскажем. Прессы и молоты нужны, например, чтобы штамповать и ковать детали для сферы транспорта. Вот как горячие пирожки из печи, где температура 1200 градусов, достают заготовки, из которых наковальня сделает колесные оси для железных дорог. Брутальные молоты завод произвел для себя сам. Можно ли назвать эти молоты уникальными? Да, данное производство тяжелых молотов мы запустили в 2017 году. И это первые в России молота на гидравлическом приводе. Имеют более точный удар и плюс достигается существенная экономия электроэнергии. Есть и еще станки, которые где родились, там и пригодились. Они, не нагревая металл, раскатывают трубы. Похожие станы раньше выпускали 3 страны, которые сейчас в списке недружественных. Так что свои очень кстати. Это необходимо для сосудов высокого давления, все газовые баллоны, как для автомобильной промышленности, так и бытового назначения. Это необходимо для облегченных осей грузового транспорта и, скажем так, прицепного транспорта. Это необходимо для высоких, больших мачт освещения, например. Станы поставляют и другим заводам. Например, с их помощью удалось сделать оси для грузовиков на замену импортным. Есть и продукция для энергетики, краны и задвижки. Некоторые из них тоже раньше не производили. Есть поставки за рубеж. Безусловно, в числе важных партнеров соседи, страны СНГ. Хорошие перспективы в дружественных странах. Их доля в товарообороте за последние годы выросла на 85%. Уверенно развивается сотрудничество со странами БРИКС. Россия в топ-5 поставщиков в Бразилию. Удвоился экспорт в Китай. Старается не отставать Ближний Восток. Компания активно поддерживает российский экспортный центр. В прошлом году более 24 тысяч получили поддержку. Объем экспорта превысил 1,5 триллиона рублей. Все подробности директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала президенту России. За предыдущие 4 года мы с помощью наших мер поддержки поддержали несырьевого экспорта более чем на 5 с лишним триллионов рублей. Точнее, 5 триллионов 250 миллиардов рублей. То есть каждый 9-й рубль несырьевого экспорта ушел на внешние рынки с помощью нашей поддержки. Сейчас в структуре нашей торговли несырьевого экспорта 85% составляют дружественные страны. По итогам прошлого года наш несырьевой экспорт в дружественные страны вырос на 8% в физическом выражении. С поддержкой Российского экспортного центра, о мерах подробнее чуть позже, Челябинскому заводу будет что предложить. Объемы производства растут существенно. Даже если взять кузнечное производство, то еще 2 года назад мы производили 100, 120, 150 тысяч тонн в год. Сейчас, в этом году, у нас план 290 тысяч тонн. О росте можно было бы забыть без автоматизации. Можно ли сказать смело, что это одно из самых роботизированных производств в нашей стране? Ну, на текущий момент уже да. А к концу года будет почти самое роботизированное. А если говорить о количестве роботов, которые у вас трудятся, сколько? На сегодняшний день 120. До конца года запланировано, скажем так,
Минимальная планка – это 350 роботов на ЧКПЗ. Важный момент. Роботы российского производства. Их собирают буквально на соседней промплощадке. Дай пожму твою железную руку. Этот робот-манипулятор, рожденный в Челябинске, готовится выносливо поднимать российскую промышленность. На заводе роботов, так это все называется, утверждают, что здесь первое в стране серийное производство. Завод роботов «Молот». Ленточку перерезали в феврале прошлого года. Причем 5 лет назад было соглашение с немецкой компанией. Она ушла с рынка, но выкрутить производству роборуки не получилось. За 2024 год выпущено 250, собрано, изготовлено. Они в разные стадии отгрузки, то есть часть проданные стоят здесь на складе, потому что их интеграторы не успевают забрать. Часть стоит уже у потребителя, да, где-то там готовыми к интеграции. А на этот год план 850 роботов. Первую партию манипуляторов, которые могут поднимать до 120 килограмм, как раз купил Челябинский кузнечно-прессовый завод. Сейчас у нас выходит серийная вторая модель, 60 килограмм, 2100 миллиметров. И в этом году сейчас идет разработка на еще меньше. То есть это 25-30 килограмм с радиусом действия 1900 либо 2400. Но сделать одну руку мало. Нужна оснастка, различные захваты. Если вот этот посмотреть, то у него как раз сейчас тестирование захват. Под температуру 1300 градусов. То есть мы его изготовили для того, чтобы он работал в кузнечном производстве. А вообще вариантов много, да? Вот этих Огромнейшее количество, да. То есть даже у нас, мы сами сейчас разрабатываем захваты, сами их изготавливаем. Только у нас сейчас уже видов, наверное, 5. Сейчас, например, создают робота-сварщика. Свое все, что из металла, ПО. А вот с двигателями сложности. В России есть двигатель, есть энкодер, но нет компании, которая все это вместе соберет как единое целое и предоставит как готовое решение. Решение проблем – вопрос времени. Ведь в стране никто и роботов серийно не выпускал. Теперь на площадке, в которую инвестировали свыше 3 миллиардов рублей, через пару лет в планах 2000 роботов. Важна поддержка. Есть от ФРП по закупкам станков. Есть и новый механизм, который исключает затраты покупателей на лишнюю бумажную волокиту. Мы как производители проходим этот этап, получаем на себя, на производителя все эти документы, и потом потребителю от себя отдаем уже все эти меры поддержки. То есть они уже получают робота с учетом всех мер поддержки, не оформляя никаких документов. Но я считаю, что это прям такое очень хорошее решение было от Минпрома. Есть указ президента, что к 30 году Россия должна войти в число 25 ведущих стран по уровню роботизации. Так что первое и наверняка не последнее серийное производство – шаг в этом направлении. Но пока идет, например, создание робота-сварщика, нужны и свои технологии для людей, над чем активно работают в Калининграде. Что нужно во всех отраслях промышленности? Сварка. Этот завод в Калининграде производит такое оборудование, и оно применяется не только в России, но и за рубежом. Причем речь идет о комплексах с высокой степенью автоматизации. Самый первый продукт завода, а было это еще в 90-е, сварочный выпрямитель. Преобразователь переменного тока в постоянный, что позволяет сваривать металл. Дальше мы стали развивать направление производства сварочной проволоки. Оно появилось вторым. И самое молодое направление, но самое перспективное сейчас, да, это сварочная механизация. Сейчас мы готовы предложить продукцию, которая ничем не уступает западным аналогам. Свое конструкторское бюро готово разработать оборудование для любых сфер. Везде же нужна сварка. От сельского хозяйства до автопрома. Например, для продольной сварки балок, лонжеронов автомобильных. То есть, опять же, когда из страны ушли производители полуприцепов, у нас в России появился спрос на такую продукцию. Ставка все больше на автоматизацию, чтобы специалист настроил оборудование, нажал на кнопку и контролировал процесс. Данная колонна, она, как правило, входит в состав сварочного комплекса.
В составе сварочного комплекса используются роликовые опоры, вы их тоже можете, да, здесь наблюдать. Туда укладывается цилиндрическое изделие, будь это там какой-то котел, бочка и так далее, да, производится автоматический процесс сварки. То есть человек, он только контролирует, наблюдает со стороны, а непосредственно все действие, оно автоматически запрограммировано. Конструкции могут быть сложными. Чтобы сварщик не упражнялся в позах йоги, разработали поворотный стол. То есть завод выпускает и серийную технику, порядка 50 единиц в месяц, и штучные уникальные комплексы. Спрос растет. Всегда удобно работать с российским производителем, потому что можно приехать на приемку, посмотреть, физически оплачивать не кота в мешке, а непосредственно само оборудование. Это, конечно же, тоже преимущество, именно то, что мы находимся в России. Ну да, и вы не растворитесь в тумане, как это Абсолютно делали верно. некоторые бывшие зарубежные партнеры. Абсолютно верно. А ведь когда пришли на эту площадку, в цехах сначала царила разруха. Пришлось все восстанавливать и модернизировать. Но вот раз зашла речь о модернизации, была ли здесь какая-то поддержка со стороны государства? Да, разумеется, нас поддерживает фонд поддержки предпринимательства. Механизмы госпомощи развиваются с каждым годом. Масштаб растет, но при этом поддержка становится более адресной. В последние годы действительно эти инструменты очень адаптированы к потребности бизнеса. Ну, к примеру, с 2018 года Калининградская область активно участвовала в Фонде развития промышленности Российской Федерации, используя льготные займы на финансирование крупных инвестиционных проектов. 11 проектов на сумму почти 18 миллиардов рублей было привлечено для их реализации. Есть и поддержка по экспорту. До санкционной истерики поставляли в Европу. Сейчас развивают продажи соседям по СНГ. Мы ездим на выставки, и очень помогают нам в развитии их все программы по экспорту. Российский экспортный центр, соответственно, также принимает непосредственное участие в нашем развитии. Мы это на себе реально ощущаем, поддержку. В помощь цифровая платформа «Мой экспорт», которую запустили в рамках нацпроекта. Там много полезной информации и для опытных бизнесменов, и для начинающих поставщиков. А что касается мероприятий за рубежом, они серьезно набирают обороты. С начала года в Абу-Даби провели фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Десятки компаний из России не только показали свой товар, но и заключили долгосрочные контракты. В помощь, кстати, вот такая птичка в цветах триколора. Добровольный сертификат «Сделано в России». Для потенциального клиента знак «Можно брать, товар качественный». И этот клиент, конечно, не только на Ближнем Востоке. Мероприятие провели в Индии, далее Индонезия. А начиналось все раньше, в Китае. Если вы помните, в прошлом году в Харбине на Экспо вы посещали наш стенд. Наш стенд это был один из элементов нашего фестиваля ярмарки «Сделано в России». Вот интерес китайских потребителей к российской продукции после таких мероприятий огромный. И мы провели с прошлого года 5 фестивалей в разных провинциях Китая и в Объединенных Арабских Эмиратах. С этого года, благодаря вашей поддержке, программа стала правительственной. Сейчас мы формируем с Министерством промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта, экономики план мероприятий. Что еще важно для предприятий? Кадры очень нужны. А сварщики, которые могут выполнить задачу, которая пока ставит в ступор любого робота, тем более. А сваривать надо сейчас. Да, сваривать нужно сейчас, и сваривать нужно крепко, так, чтобы не было стыдно за свою продукцию. И здесь речь о тесном сотрудничестве промышленности и учебных заведений. Вот сейчас оценочно до 2030 года, а это как раз срок наших и национальных проектов, и, в принципе, цикла всех инструментов поддержки, мы видим, что потребность составляет порядка 1,5 миллиона человек. В том числе, что очень важно, более 1 миллиона человек – это люди со средним профессиональным образованием, что дает возможность, собственно говоря, диверсифицировать наши задачи и потребности между разными уровнями образовательных учреждений. Дальше важно иметь вот некие совместные проекты с Минпросвещения и Минр высшего образования и науки. Собственно говоря, сейчас такие проекты реализуются. Это проект «Профессионалитет», который направлен на то, чтобы объединить работу наших высокотехнологичных предприятий и учреждений среднего профессионального образования.
Что ж, эта история имеет логическое продолжение в Тюмени. Знаете, какая сейчас самая востребованная профессия? Сварщик. Вот в цехах Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства кипит просветительская работа. Смотрите, сколько девчонок. Ну а в целом здесь обучают 30 профессиям и специальностям. Специальности, так сказать, на любой запрос. Можно обучиться на дизайнера, плотника, можно на каменщика. Рузиль, студент 3-го курса, выбрал профессию сварщика. Отправиться на тот же самый север, на какие-нибудь предприятия, где строятся нефтехранилища или просто где моя профессия требуется и необходима. Там я получу должную квалификацию. Готов на север поехать, да? Конечно. Почему? Вижу перспективы, закончу учиться, я смогу, когда буду уже, например, на те же самые вахты и на север ездить, оплатить платное обучение заочно на инженера сварочного производства или инженера ПГС. И таких ребят, которые пришли за перспективами, сейчас 3000 человек. Порядка 3-5 человек в среднем на все наши специальности и профессии конкурс. Средний балл аттестата поступающий тоже высокий, это 4,2 по разным направлениям, где-то даже выше 4,6 есть. Желающих все больше, но здание-то не резиновое. И в этом году, опять же, благодаря поддержке правительства Тюменской области, у нас получилось ввести в эксплуатацию вот это здание на 600 квадратных метров. Увеличили свои площади и получилось ввести такие профессии и специальности, дополнительные места по ним, как сварочное производство и общестроительные работы. Каждый год учебный план дополняют. Например, из нового BIM-специалисты, которые могут построить детальную, буквально до последнего винтика, 3D-модель здания, завода. В этом году, в 2025 году, мы планируем набор впервые по новой специальности. Это информационное моделирование в строительстве, в том числе это BIM-технология. Понятно, что для обучения нужно и оборудование не из прошлого века. Закупали современное по нацпроекту. Мы получили 3 года назад грантовую поддержку и открыли 2 новые мастерские в своей отрасли в направлении это строительства. Это малярные декоративные работы, отделочников там готовим и плотницкое дело. А далее уже развивались с помощью региональных средств, своих собственных небюджетных средств. В планах еще участвовать в федеральном проекте «Профессионалитет». Важно, что вся подготовка проходит совместно с предприятиями. Это и строительные компании, и металлургические. Да любые. Ну, то есть можно говорить, что, по сути, вот все вот эти ребята, они уже трудоустроены. Они точно будут трудоустроены, проблем с трудоустройством нет. Повторюсь, это востребованные профессии и специальности на регионе, в регионе в целом. И процент трудоустройства более 70 составляет, в том числе и по полученной профессии. В частности, в Тюменской области уже много лет воплощается в жизнь проект «Кадры под ключ». Мы в прошлом году провели большое обследование, анкетирование наших работодателей. Почти 900 компаний было опрошено. И мы спросили у них, сколько и каких специалистов нужно будет им в предстоящие 5 лет. Общий спрос порядка 10 тысяч самых разных специальностей. Мы оценили возможности нашей системы образования. Мы понимаем, что в ближайшие 5 лет количество выпускников из наших общеобразовательных школ, которые могут получить необходимые специальности в наших средних профессиональных образовательных организациях, сопоставимо с этой задачей. Высокая потребность в специалистах в каждом регионе. Например, в Челябинской области на крупном автозаводе работает почти 10 тысяч человек. И там готовы расширять штат. И сейчас узнаете почему. Автомобильный завод «Урал», что в Челябинской области, расширяет производственные мощности и будет готов выпускать до 25 тысяч машин в год. Где же трудятся
Брутальные грузовики. Как проходит модернизация, мы сейчас и расскажем. Завод с богатейшей историей. Он выпускает автомобили уже более 80 лет. Пройдя через сложные времена, и сейчас, вопреки санкционному давлению, делает широкую линейку грузовиков от тяжеловозов на 48 тонн до людей. Мы буквально в этом году запустили новый автомобиль. Это под кодовым названием «Урал-80». Это автомобиль 4х4, полной массой 12 тонн. Ну, это замена несуществующего сейчас ДЕЛА-131, который, в принципе, ушел с рынка. К сожалению, завода ЗИЛ нет, а такая модификация нужна. Грузовики неприхотливы, трудятся и в арктический холод, и в адскую жару. Причем не только в России. Есть опыт поставок в Африку, Азию и Южную Америку. Собственно, в арсенале Российского экспортного центра среди многочисленных мер поддержки, от обучения до участия в бизнес-миссиях, есть и компенсация затрат на логистику. У нас сформирован набор инструментов на каждом этапе жизненного цикла экспортера. От зарождения идеи начать экспортировать до непосредственной экспортной сделки и даже после продажного обслуживания. И не могу не отметить очень важную роль субъектов Российской Федерации в достижении национальной цели, которая очень амбициозная, но выполнимая. У нас практически в каждом регионе, вне зависимости от его экспортной мощи, сформированы, эффективно работают региональные команды, высокопрофессиональные. Очень много губернаторов лично и на регулярной основе занимаются продвижением экспортного актива своих регионов. Программу поддержки и продвижения экспорта будут масштабировать. Ее с горизонтом до 2030 года одобрило правительство России. В рамках обновленного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», например, поставки продукции АПК должны вырасти в 1,5 раза. Поставки несырьевых, неэнергетических товаров, а это в том числе и грузовики, должны вырасти не менее чем на 2/3, при том, что и российский рынок ждет своей продукции. Автозавод готов соответствовать ожиданиям. Есть версия Next с капотом, удобно, например, для автокранов, и версия без капота. И на сегодняшний день активная работа идет, чтобы с 2026 года выпускать новые кабины. Кабина уже разработана. Разрабатывали мы ее вместе с китайскими партнерами. Дружественное партнерство хорошо, но еще лучше, когда развивается свое производство автокомпонентов. В прошлом году запустили участок изготовления рам. С 2019 года вошли в проект, называется для нас «Мосты». Это создание новой гаммы современных мостов, как полноприводных, так и неполноприводных для автомобилей. Совместно с ФРП, в первую очередь, мы уже сдали. В помощи проект swep.rf по строительству литейного цеха. Все с высокой степенью автоматизации. Опыт внедрения уже есть. Порядка 36 единиц оборудования находятся на этапе внедрения, либо уже внедрены. По системе считывания каждый автомобиль у нас проходит этапы сборки. Мы каждый этап видим. Все ключевые характеристики, моменты затяжек и так далее. На сегодня на 20% мы снизили трудоемкость по моментам затяжек, по всем болтовым соединениям. И снизили процент брака также на 20%. Выросла и скорость сборки. Вообще каждые 10-12 минут с конвейера сходит автомобиль. Но можно и быстрее при желании, то есть если необходимо, да? При желании, да, техническая возможность такая есть. Недавно произошло знаковое событие. Собран 1,5-миллионный автомобиль. В этом году запускают новый конвейер. Максимально, что с индустрией 4.0 можно было туда втянуть сейчас, мы втянули. То есть там автоматизированный склад, автоматизированная сварка, полуавтоматизированная сборка, роботизированная краска. Тем самым мы сможем разделить потоки, сборка автомобилей с малой трудоемкостью и сборка автомобилей с большой трудоемкостью. В самой легкой автомобиле у нас там 4200 деталей, в самом тяжелом 6000. И сборка имеет разный темп. Но несмотря на всю автоматизацию, специалисты, конечно, нужны.
У вас же учебный центр есть, который... Есть собственный учебный центр. Мы участники программы «Профессионалитет», когда в партнерах у нас 5 колледжей. Второй год мы уже получаем более 200 квалифицированных специалистов. Ну и мы основной участник передовой инженерной школы вместе с ЮрГУ, то есть и выше. Поэтому вот, понятно, что выхлоп будет, может быть, лет через 5. Но если мы начнем заниматься сейчас, то ни через 5, ни через 10 этих высокоподготовленных кадров не будет. Поэтому участвуем в обязательном порядке. В общем, для развития все нужно. И автоматизация, и люди. В конце концов, кто-то же должен настраивать этих роботов. Иными словами, кропотливая совместная работа бизнеса и государства. Поддержка необходима. На нее предприятие с радостью ответит продукцией. В нашем случае продукцией металлообработки, которую в России раньше не производили.